Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. У меня приятная новость. Созрел виноград. И я прямо с таким удовольствием его собираю. Такая классная штука. Вообще, смотрите, какие грозди. Они, конечно, могли бы быть еще потемнее, но у нас завтра обещают в ближайшие 3 ночи заморозки. Поэтому я его собираю. Я его оставлю в теплице, потому что там он не замерзнет точно. Смотрите, какие солнечные ягодки классные. Я сниму только самые спелые грозди, которые не дозрели, я их оставлю на ветках, пусть висят. Я когда убираю виноград, вот на зиму накрываю, опускаю плети, обрезаю. Иногда находятся некоторые кисточки, которые недозревшие были, и их морозцем уже схватит, но все равно они сладкие потом становятся, и пусть они на потом у меня останутся. Тем более, что сейчас получится много и хорошего, спелого. Конечно же, я буду угощать и свекровь, и сестру, всем соседям тоже надо дать немножечко попробовать подмосковного винограда. Он хороший, столовый, хороший виноград, сладкий, классный, просто здорово. Я прямо не насмотрюсь на него. Самые спелые я складываю вот в этот большой ящик, и у меня еще будет один маленький, невысокий ящик для тех, которые не совсем дозрели, но все равно нормальные, вот такие вот наполовину зеленые ягоды, где есть, но которые все равно можно есть, и они все равно будут вкусные. Вот эти вот, которые больные, недозрелые, я, конечно, буду оставлять. А вообще, конечно, после того, как я соберу виноград, меня вот ждет грядка, уже чуть-чуть я в ней выкопала. То есть, в смысле, я буду ее копать, выбирать корни для того, чтобы подготовить грядку к посадке чеснока. Ну и вот картошку, я не знаю, может быть, накрыть ее чем-нибудь, потому что заморозки будут. Или не имеет смысла, надо попробовать копнуть, если там есть хоть что-то. Не знаю, я слишком много у меня сейчас дел перед морозами. Свеклу надо вытащить и убрать на хранение. Лук-порей растет у меня, но лук-порей морозов не боится, поэтому все цветет. И даже на самом деле сегодня очень даже жарко. Но завтра все это уже будет побито морозом. Гладиолусы мои еще даже не все распустились. Видите, какая красота. Наконец-то белые стали распускаться. Прям настолько холодное лето, что жалко, что не все успело. Вот. Все это бархатцы. У меня пионы так и не обрезанные. Никак руки не дойдут до них. Красота же. Бархатцы обожаю. Все лето любуюсь на них. Классные. Сегодня ветрено очень. Видимо, из-за этого погода меняется и ветер сильный. Прямо березы очень шумят. У меня у соседа на участке прямо такие березы высокие, что иногда страшно, что они когда-нибудь рухнут нам на провода. Пилить он их не собирается. Забираю помидоры, которые у меня тут на веранде стояли, тоже, чтобы они не померзли. Даже вот такой обрежу и будет нормально. Сейчас уже не доживу, тем более большую часть помидор побила фитофтора уличных, поэтому только то, что из теплицы. Вот это меня ждет еще копать после картошки. Вот этот участочек я вскопала уже, где была картошка, а там дальше еще один небольшой участочек тоже. Но в первую очередь я, конечно, буду готовить грядки под чеснок. Капуста у меня, Слава, начала разрастаться. Кто-то ее жрет, но как-то выборочно. Какие-то кочаны жрут, какие-то не жрут. Но сами кочаны нормально растут, листья поджирает кто-то. А так нормальные качанчики уже. И июньская, вот эта, которую я давно уже удалила, тоже вяжет качанчики. Но они, правда, мягенькие еще такие. Но октябрь пообещали теплее, чем сентябрь, так что всяко может быть. Здесь у меня фасоль. Не успеет совсем она у меня созреть. Прям она только недавно цвела, еще стручки зеленые. Вот из крупной фасоли, которая у меня крупная, такая фиолетовая и белая. И эти стручки
морозом побьет листья, и все, кирдык котятам. Тресси всюду ходит за мной, а я за ней. Свеклу сейчас буду выдирать, вот после того, как виноград соберу. Свеколка, ну, маленькая. Вот в магазине такая бы считалась маленькая. Но у меня это нормальная, потому что с ноготок вообще в прошлом году все выросло. Вот реально с ноготок. То есть вообще не было свеклы. А так вроде и ничего. Это вот сорт египетская плоская. Я пересаживала несколько раз свеклу. Я и цилиндру сажала. И вот эту египетскую плоскую. Еще какую-то я сажала. Даже я не вспомню, какая у меня была. Георгин мой, очень жалко, что завтра это все будет побито морозом. Так буйно он у меня разросся в этом году. Никогда у меня он так мощно не рос. Здесь вот посадила по краю грядки тюльпаны. Мне соседка дала какие-то. Она говорит, они не очень хорошие. Но мне хоть куда-то надо было их приткнуть, потому что уже октябрь, ребята. Что делать-то? Я более-менее нормальные тюльпаны где-то недели 2 назад посадила, а эти все никак не знала, куда приткнуть. Малина тоже вовсю еще плодоносит. Очень жалко, что если мороз сильный будет, то ей тоже кирдык наступит. Но будем надеяться, что мороз не очень сильный будет. Сильно не перехватит ее. Тут еще даже некоторые не цвели. Есть ягодки зеленые. Вот эта ветка вообще еще не плодоносила. Вот я даже не знаю, какие там ягоды будут. Я вообще-то желтую привозила, а ни одной желтой еще нету. Значит, наверное, на этом кусту, на этих ветках будет. В огуречной теплице, там, где у меня вот все такие растения из этого семейства кивана, мамардика, огурцы, люфу я здесь тоже сажала один. Я здесь буду ставить свечки, чтобы хоть чуть-чуть было потеплее здесь. Вот одна мамардика наконец-то первая созрела, стала оранжевая. Конечно, это не то, что в том году у меня, как на Новый год, игрушки висели красивые, но все равно начала зреть, слава богу. А эта вставочка уже на следующий день, она раскрылась, и видно, что там созревшие семена. Вот эти семена, они вот в такой вот желеобразной оболочке красной, как ягоды. Вот единственное, что сладкое, все остальное горькое, очень невыносимое, просто горькое. Но ягодки эти нормально, они без запаха, без вкуса, просто сладкие. Муж мой очень верит, что они поднимают иммунитет. А это семена. А я продолжаю нашу экскурсию. Дальше у меня идут киваны. Тоже они должны стать оранжевыми, но пока зеленые. Но они хранятся, могут и год храниться. Полгода точно. И за время, пока хранятся, они созреют, станут оранжевые. А это уже видео через 2 дня, после 2 ночей с морозом. Клубники и усам ничего, а вот остальное я вам показала. Георгин, все, что там, бамия тоже все. Даже бархатцы побили, виноград, все, листья, видите, какие уже. И те ягоды, которые оставались, они тоже побиты уже морозом. Картошка тоже. Я сегодня ее, наверное, выкопаю. Я забыла ее накрыть, если честно. Ну, не знаю, был ли смысл. Мне кажется, сегодня опять ночь холодная. Я уже маленькую грядку, где плохая совсем была картошка побитая фитофторой, выкопала. Вот столько набрала. И сейчас вот эту вот вторую выкопаю. Вот уже я выкопала вторую, во второй чуть побольше. Если бы ее фитофтора не схватила, картошку, то можно было бы, в принципе, и нормальный урожай получить. Посмотрите, это я после чеснока сажала картошку. И ничего так, на пару раз сварить. Нормально. Конечно же, гороху ничего от морозов, он до -7, он цветет вовсю. Он выносит морозы до -7. Больше ему, конечно, уже все будет. Но будем надеяться, что мы еще поедим стручки. Вот ягоды, видите, которые остались. Они чуть-чуть потемнели, они стали такие более водянистые. Ну, пусть висят. Может быть, там от морозов как-то сахара переработаются. То есть, наоборот, что-нибудь переработается в сахара, и они станут послаще.
Не знаю, посмотрим. Ну, нет, так нет, потому что, ну, куда? Все равно мы столько не съедим. Уже все равно много собрано. И кислятину есть неохота. А этот пусть повисит, глядишь, что-нибудь из этого будет. Захочется кисленького, подойдем и съедим. А пока будем сладкие есть. Так, что у меня? Я хочу вам показать, что у меня в теплицах-то после того, как морозы были. Я хоть и зажигала свечки, а, кстати, малина тоже вроде выжила. Так чуть-чуть прихватила ее морозцем. Топинамбур, как ни странно, листья вообще как будто ничего и не было. Ну вот, давайте зайдем в теплицу и посмотрим. Тут с краешку прямо, который вот огурец, вот его немножечко прихватило, потому что тут щель в двери. А дальше там, ну, во-первых, свечки стояли. Вот, ну, а во-вторых, все-таки там подальше от входа та стена, тот торец вообще глухой. И теперь посмотрим в той теплице, которая у меня с помидорами. Тут у меня соседка приоткрывала зачем-то. Вот один помидор, видите, немножечко листья подморозила. Тоже от двери щели были. А остальные вроде и ничего, и нормальные. Хотя я здесь в помидорной теплице не ставила никаких свечек, потому что, ну, подумала, что, ну, померзнут, да и черт бы с ними. А вот здесь я ставила свечки. Здесь вообще отлично все. Ну, немножечко вот это вот мелотрия шершавая, одна веточка, немножечко листья так закрутились. Винограду ничего, все хорошо. Это самое главное. Ну и так вот, баклажаны, те, которые от стенки немножечко, вот листики прихватила, но так в целом листья живые, не замерзли. Ну, я здесь в этой теплице свечки ставила. Одну с одного торца, другую свечку с другого торца. Все нормально. Продолжаем расти. Жалко, конечно, гладиолусы. Видите, они все свои верхушки повесили. Мороз их побил, конечно. Надо будет уже выкапывать их, видимо, потому что, ну что, или подождать, пусть они там сейчас еще посидят, потому что еще же обещают октябрь теплее сентября. Выше нормы будет. Пусть пока посидят. Выкопать всегда успею. Минус 10 сразу не наступит. Ну, конечно, капусте ничего не случилось. Точно так же, как и гороху. Все с ними хорошо. Дорогие друзья, если вам нравится такого плана экскурсии по даче, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Были ли у вас заморозки, как вы справились, все ли закончили на даче. Не забудьте подписаться на мой канал, я буду продолжать держать вас в курсе, что у меня на даче происходит. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.